Багдад, Ирак — место, пережившее множество конфликтов за последние годы. Диктаторы, иностранные вторжения, гражданская война. Шрамы истории глубоко отпечатались на этом ландшафте. С населением около 8 миллионов человек. Это четвертый по величине город на Ближнем Востоке. Однако он далеко не первый великий город, который доминировал на южных равнинах Месопотамии. Стоит отправиться в выжженные пустыни к юго-востоку от Багдада, и вскоре на горизонте появляются огромные земляные насыпи. Это земля телей, больших искусственных холмов, накопившихся за тысячи лет заселения. Эти древние холмы все еще стоят, словно часовые, охраняя страну, которой когда-то правили. Теперь они пустынны и удаленны. Примерно на полпути между Багдадом и Персидским заливом, к юго-западу от города Насирия, находится один из величайших из этих холмов. Когда-то, много веков назад, широкие берега Евфрата протекали здесь. Хотя сейчас об этом почти ничего не напоминает. Великая, дающая жизнь река покинула это место более 2000 лет назад, оставив после себя лишь руины, землю и кости. И так оставалось более 2000 лет, пока ветер и время полностью не скрыли этот город. Однако к середине XIX века на рынках неподалеку начали появляться странные артефакты. В то время произошла Великая революция в археологии. Благодаря кропотливой работе новой области науки, ассириологии, удалось расшифровать древнюю письменность на многих предметах. Клинопись. Это дало беспрецедентный взгляд на давно ушедший мир. И то, что ученые узнали о Великом холме возле Насирии, поразило их воображение. Его имя было Ур. Именно этот город упоминался в Библии как место, где родился Авраам, предок 3 великих мировых религий. Позже он отправился путешествовать со своей семьей после упадка города. В то время археология в основном была сосредоточена на сборе табличек и артефактов для изучения в других местах. Но к 1920 годам стали применяться новые, более строгие научные методы. И впервые было решено провести комплексное исследование самого города. Руководить этим проектом назначили Леонардо Вулли. До этого он работал с первооткрывателем минойской культуры Крита, сэром Артуром Эвансом. Недавно Вулли также сотрудничал с легендарным Лоуренсом Аравийским. Вместе с ним отправился Макс Маллоуэн, а также его будущая жена Агата Кристи, которая позже напишет книгу, вдохновленную этим путешествием. Мировое сообщество наблюдало за экспедицией. Это стало одной из самых известных археологических экспедиций, которая открыла величайшие сокровища древнего мира, сопоставимые с гробницей Тутанхамона. Почти сразу Вулли подтвердил, что этот город был Ур, крупный центр шумерской культуры раннего бронзового века. Раскопки продолжались еще 14 лет, демонстрируя, что город существовал с 5000 до 500 года до нашей эры. На своем пике Ур насчитывал около 65 тысяч жителей, один из величайших городов мира. Хотя европейские исследования на Ближнем Востоке начинались с попыток найти истоки Библии, они открыли гораздо больше, революционизировав понимание шумерской цивилизации. Раскопаны были изысканнейшие захоронения простых горожан, царей и цариц. Шумерская культура по древности и значимости превосходила даже Египет. Тысячи могил были обнаружены в Уре, наполненные множеством предметов, свидетельствующих о связях по всему известному миру. Особенно впечатляющим стало царское кладбище, датируемое серединой 3-го тысячелетия до нашей эры. Здесь нашли золото, лазурит, сердолик, хлорит, бронзу, серебро и другие полудрагоценные камни, а также музыкальные инструменты и прекрасно сделанные артефакты. Был раскрыт мир, гораздо более древний, чем Библия. Эпоха расцвета шумеров. Благодаря Вулли и его последователям удалось создать удивительный рассказ о древнем богатстве и привилегиях. Например, о царице Пуаби, чьи погребальные дары до сих пор можно увидеть. Ур был не единственным. Он был частью блестящей коллекции городов. За короткий период, чуть больше тысячелетия, шумеры основали первые настоящие города. С высокими стенами и храмами-зиккуратами, предшественниками современных небоскребов. Они создали, возможно, самую передовую цивилизацию своего времени. На земле, лишенной природных ресурсов, шумеры радикально улучшили методы земледелия и ирригации.
Это привело к увеличению запасов зерна и росту продовольственного изобилия. В результате многие члены общества смогли оставить сельское хозяйство и заняться другими делами, например, изучением математики и науки. Однако, пожалуй, самым известным изобретением шумеров стала сложная система письменности. Сначала она использовалась для бухгалтерских записей, а затем для записи их истории. Все эти инновации помогли заложить основу для самых могущественных и богатых городов-государств, которые когда-либо видел мир. Их правители управляли небольшими, но важными царствами. Однако уже через несколько столетий после правления царицы Пуаби, к 24 веку до нашей эры, этот период процветания начал заканчиваться. С самого начала цивилизация была невероятно элитарной. От блеска первых городов далеко не все получали выгоду. На самом деле большинство людей не получало ничего. И примерно к 2400 году до нашей эры древний мир шумеров достиг точки кризиса. Тексты, обнаруженные в городах-государствах шумеров, таких как Лагош, свидетельствуют о колоссальном разрыве между богатыми, зачастую происходившими из наследственного жреческого класса, и бедным населением. Последние, погрязнув в долгах, часто были вынуждены продавать своих детей в рабство, чтобы расплатиться. Хотя это не так хорошо задокументировано, считается, что подобные условия были распространены и в других городах-государствах. В городе-государстве Умар появился новый тип правителя. Этот город был давним соперником Лагаша. Они вели вооруженные конфликты на протяжении веков, при этом Лагаш чаще выходил победителем. Возможно, из-за мести или жажды реванша новый правитель жестоко напал на Лагаш, уничтожив его великие храмы и убив многих жителей. Затем он завоевал и аннексировал другие города-государства, утверждая, что создал империю, простиравшуюся от Персидского залива до Средиземного моря. Однако большинство ученых сомневается в заявлениях Лугальзагази. Скорее всего, он контролировал только города-государства шумеров, что само по себе было бы выдающимся достижением. Если бы ему это удалось, он стал бы первым в истории создателем мировой империи. Но, к его несчастью, эта честь досталась другому. Не Шумеру, а тому, чьи корни лежат севернее, в земле, также упомянутой в Библии. Аккад. Хотя его настоящее имя неизвестно, он позже назвал себя Шарукин, что означает «законный царь». Однако нам он известен под другим именем — Саргон, первый великий правитель Аккадской империи, который считается первым в истории. Через несколько сотен лет шумеры были забыты, затменные новой силой, которой восхищались все государства региона на протяжении следующих 2000 летий. Это история той империи. Время от времени в истории появляется крайне талантливый и харизматичный лидер, который к лучшему или худшему меняет мир вокруг себя навсегда. Такие фигуры, как Кир Великий из Персии в VI веке до нашей эры, Александр Македонский или Юлий Цезарь. И за 1000 лет до них, в 24 веке до нашей эры, появился первый из таких лидеров. Саргон Аккадский стал самым могущественным правителем своего времени. Практически все последующие цари Древней Месопотамии и даже за ее пределами стремились подражать его стилю управления, перенимать административную систему его империи и называли себя его достойными наследниками. Саргон считался эталоном правителя, воплощением того, кем должен быть настоящий царь. Как Карл Великий или король Артур в более поздней эпохе, он был архетипичным королем, жившим долго и славно. Однако, несмотря на его великие достижения и славу, о его ранней жизни известно очень мало. Миф, история и легенда переплетаются. Учитывая огромную временную дистанцию с эпохи жизни Саргона, тексты и надписи, обнаруженные археологами, представляют собой скорее легенду, чем факт. Большая часть из них — это вавилонские копии оригиналов, которые, как полагают, существовали ближе к эпохе самого Саргона. Иногда их называют первыми историями. Они были собраны во времена Хаммурапи, создателя первого известного кодекса законов, в период Древнего Вавилона. Эти глиняные таблички являются копиями царских надписей, которые якобы были обнаружены на монументах, созданных за 500 лет до этого. Хотя до нас дошло лишь несколько оригинальных монументов. Некоторые из них были найдены французскими археологами в Эламе, куда их увез победоносный царь в XII веке до нашей эры. Одна из наиболее полных копий времен Хаммурапи
которая, как считают многие, была заказана самим Саргоном, описывает скромное происхождение будущего царя. Он утверждает, что был сыном жрицы, а его отца он называет «неизвестным». Не в силах воспитать его, мать положила младенца в корзину из тростника, отправив ее вниз по реке. Там корзину нашел водонос по имени Аки, который воспитал ребенка как своего. Эта история удивительно напоминает биографию Моисея из еврейской Библии, добавляя ее к другим шумерским мотивам, таким как миф о потопе или история о саде Эдема. Хотя его рождение не упоминается, другой документ, известный как «Царский список шумеров», составленный через несколько столетий после смерти Саргона, также подчеркивает его скромные корни, называя его сыном садовника. На раннем этапе своей жизни Саргон, согласно источникам, стал виночерпием Ур-Забабы, правителя города-государства Киш. Это был важный северный шумерский город, расположенный выше по течению по отношению ко всем крупным центрам юга. Во времена активного управления водными ресурсами Киш, вероятно, иногда контролировал поток воды, удерживая южные города в заложниках. Однако, в отличие от своего лидера Ур-Забабы, Саргон был аккадцем. Этот восточный семитский народ населял области к северу от Шумера, известные как Аккад. Однако о самих аккадцах до времени правления Саргона известно мало. Большинство ученых полагают, что они жили бок о бок с шумерами во многих городах, подвергаясь сильному влиянию их культуры и религии. Сегодня шумерская культура и язык остаются загадкой с неизвестными корнями, хотя их полный расцвет пришелся на 4-е тысячелетие до нашей эры в таких крупных центрах, как Урук и Эриду, месте, где, согласно шумерской мифологии, боги впервые создали человека из глины. Происхождение аккадцев связывают со второй фазой урбанизации, которая произошла в середине 3-го тысячелетия до нашей эры в Сирии и Северной Месопотамии, а также с кочевыми культурами, такими как ханаании и амореи, жившими на периферии шумерского мира. Но ко времени Саргон и аккадцы, кажется, уже разделяли тех же богов и образ жизни, что и шумеры. Тем не менее, лингвистические корни Саргона указывают на его чужеродное происхождение. Он, как и его предки, мог происходить из гор или пустынь. Именно ему приписывают основание нового города, недалеко от Киша. Он назвал его Аккаде. Существование Аккада не вызывает сомнений, оно упоминается в записях 3-го тысячелетия до нашей эры и позднее. Однако великий город никогда не был найден. Предполагают, что он располагался недалеко от Сусы, на южной границе Шумера, в регионе с бедными сельскохозяйственными возможностями, но отличным доступом к разным народам, которых Саргон и его наследники интегрировали в свою империю. Без археологических данных Аккаде остается загадкой. Возможно, Саргон действительно основал этот город, хотя он якобы правил невероятно долго. Некоторые ученые считают, что культ личности Саргона стал настолько сильным, что ему приписывали не только его собственные деяния, но и достижения его предшественников и преемников. Хотя Саргона считают основателем новой династии, он мог унаследовать многие концепции от шумеров. Это было время лугалей, местных вождей и военных лидеров, управлявших за счет личной харизмы и силы, а не божественного права. Если бы не действие одного из таких шумерских царей, Саргон, возможно, так и не стал бы значимой фигурой. Ведь в начале его карьеры царь Уммы-Лугальзагази перенес свою столицу в Урук, захватив Ур и распространив свою власть на весь юг Месопотамии. Многие первые достижения приписываются Саргону. Первая регулярная армия, первая империя. Но на самом деле Лугальзагази мог быть первым. Согласно археологическим данным, именно он первым правил от Нижнего моря до Верхнего, управлял 50 губернаторами и завершил эпоху независимых шумерских городов-государств. И одним из захваченных Саргоном городов стал Киш. Учитывая растущую мощь воинственных шумерских царей того времени, неудивительно, что Саргон решил попробовать свои силы. Чтобы утвердить свою власть, ему нужно было обезглавить змея, устранить ключевого врага. Этот змей имел множество противников. Хотя детали остаются неясными, известно, что вскоре после того, как Лугалзагези захватил Киш,
Саргон с верными сторонниками двинулся на Урук. Саргон, царь Аккада, наместник Иштар, царь Вселенной, избранник Ана, владыка земли, покорил Урук в битве, уничтожил его крепость и разгромил 50 правителей города. Лугал-Загези, царь Урука, был пленен, и Саргон привел его в святой город Нипур к вратам Энлиля, скованным у шеи. Этот акт был символическим жестом, демонстрирующим поражение старого царя и божественную поддержку Саргона. О дальнейшей судьбе Лугал-Загези ничего не известно. Царствование Саргона, в отличие от его ранних лет, хорошо задокументировано. Хотя летописи могут создавать впечатление, что захват многочисленных территорий был легким, удерживать их, особенно гордые шумерские города, оказалось нелегко. Большинство городов-государств, объявленных подчиненными, неоднократно восставали. Однако Саргон, благодаря своей армии, преданной ему лично, подавлял восстание страхом, силой и, когда это было выгодно, дипломатией. Спустя несколько десятилетий Саргон утвердился как неоспоримый правитель Шумера и Аккада, одновременно проведя реорганизацию и реформы в обществах, находившихся под его властью. Он разгромил Ур, уничтожил крепость города, покорил его окрестности, а затем захватил Умму и разрушил ее укрепления. К 2334 году до нашей эры завоевания Саргона завершились, положив конец раннединастическому периоду Шумера и ознаменовав начало эпохи Аккада. Настолько велико было влияние Саргона, что на протяжении 2000 вавилонские цари продолжали использовать титул «царь Аккада», а сам Саргон стал воплощением имперской власти. Лугал-Загези же оказался забыт. Когда в XIX веке европейские археологи начали раскопки в Месопотамии, почти ничего не было известно о древней истории региона, кроме библейских рассказов. Постепенно исследовались большие курганы, обнаруживались города, упомянутые в Библии. Одним из первых значительных открытий стал Ниневия, столица Ассирии, раскопанная Остином Генри Лейердом. Однако под слоями ассирийской эпохи оказались более древние фундаменты. В 1931 году было сделано одно из самых удивительных открытий. Артефакты аккадской эпохи, датируемые временем за 1500 лет до Ассирийской империи. Среди находок выделялась большая бронзовая голова, предположительно часть статуи аккадского царя. Хотя она была повреждена в древности, сегодня ее считают шедевром искусства. Считается, что голова изображает либо Саргона, либо его внука Нарам-Сина. Эта бронзовая голова уникальна для своего времени, когда реалистичные изображения людей были редкостью. Она была не просто символом царской власти, но и своеобразным воплощением самого правителя, присутствием царя в его отсутствие. Факт, что статуя была повреждена только спустя столетия, свидетельствует о долгом влиянии Саргона. Примечательно, что эта фигура отличается от обычных изображений шумерских правителей, которые обычно изображались лысеющими и с добродушными чертами лица. Здесь мы видим сложную прическу, возможно, парик или новый аккадский стиль. Но Саргон изменил не только моду. Его преобразования были революционными, сломав тысячелетнюю традицию, в которой власть принадлежала жрецам и знати, совместно управлявшим обществом. Во времена до Саргона власть над храмами и их богатствами обычно находилась в руках одной наследственной семьи, контролировавшей жизнь святилищ в своих городах. Однако с приходом Саргона все изменилось. Он разрушил могущество жречества и знати, заменив их аккадскими наместниками, которых он лично назначал и которые были преданы исключительно ему. Аккадцы, управлявшие этими землями, оставляли себе большую часть урожая и доходов, что значительно увеличивало богатство новой империи. Это также укрепляло их лояльность к режиму, поскольку новые порядки обеспечивали их непосредственную заинтересованность в успехе государства. Передача таких плодородных земель сильно подорвала, а в некоторых случаях полностью уничтожила власть прежних религиозных и правящих элит, поскольку доход от этих земель был их основным источником средств. Хотя в большинстве случаев правительство компенсировало изъятие имущества, земли все же конфисковывались. Тех, кто сопротивлялся, вероятно, ожидали серьезные последствия. Кроме того, Саргон доверял управление главными храмами и религиозными фондами в крупных городах своим сторонникам.
Например, его дочь Энхедуана стала жрицей в храме Луны бога Нанны в городе Ур, что позволило ей контролировать богатство храма и укрепить связь новой царской власти с божественным покровительством. Закрепив свою власть в Шумере, Саргон обратил свой взор за пределы империи. Он утверждал, что покорил земли от Элама, современный юго-запад Ирана, до восточного побережья Средиземного моря. Это дало ему контроль над богатыми торговыми путями и доступ к еще более удаленным регионам. Эти территории, населенные народами с различными языками и религиями, впервые оказались под властью единого государства. Один из таких завоеванных городов, Эбла, может рассказать свою историю. В 1960-х годах итальянские археологи обнаружили там одну из крупнейших клинописных архивов и следы разрушения, подтверждающие аккадские завоевания. Возможно, Саргон даже упоминается в этих записях как царь Киша или отец правителя Киша, который мог быть поставлен управлять этим городом. Эбла, одна из великих столиц раннего бронзового века, теперь стала провинциальным городом Аккада. А с перемещением центра цивилизации из шумерских городов к северу, в Аккад, Саргон основал новую столицу на берегу Ефрата. Здесь он построил роскошные дворцы для своей семьи и храмы, посвященные его богам, особенно богине Иштар. Саргон использовал эту преданную ему столицу как опору для управления своей империей. Одним из ключевых методов его правления стала политическая пропаганда, включая первое в истории документирование точного числа убитых в битвах. Он клялся в достоверности своих отчетов, что для того времени было неслыханным. Это способствовало созданию нового культа личности, который удерживал народ в повиновении через страх и трепет. Саргон также сделал аккадский язык официальным для всей административной документации. Это помогло объединить разные части империи, где говорили на шумерском, эламском, хурритском и западносемитских языках. Шумерский язык продолжал использоваться в учебных заведениях, но со временем его постепенно заменил аккадский, который оставался в обиходе на протяжении тысячелетий. Новая столица, Агада, стала не только политическим, но и коммерческим центром. Сюда прибывали суда с товарами из Дильмуна, современный Бахрейн, и Магана, Оман. А караваны доставляли грузы из Анатолии, Эллама, Аравии и Леванта. Торговля процветала, и не только аккадцы извлекали из этого выгоду. Шумерские города также получили доступ к более широким торговым путям, минуя посредников и выходя на прямую связь с дальними регионами. К 2005 году до нашей эры эта глобальная торговая система уже активно функционировала, и товары передавались из одного региона в другой, формируя ранний пример глобальной экономики. Саргон и его последователи действительно добились того, что многие после них так и не смогли повторить. Они взяли под прямой контроль огромную торговую сеть, охватывающую весь известный им мир. Контролируя не только традиционные торговые маршруты Месопотамии, но и захватив территории Элама, они создали прочную экономическую основу для процветания своей империи. Одним из доказательств дальних торговых связей Аккада является находка на руинах города Конор-Сандал в Восточном Иране, принадлежащего загадочной культуре джирафт. Здесь был обнаружен аккадский глиняный печатный знак с клинописью и характерными изображениями, типичными для правления Саргона и его преемников. Это подтверждает, что аккадские торговцы доходили до этих регионов и вели обмен с джировтскими купцами, стоя бок о бок с представителями цивилизации Инда. Известно, что в Джирофт аккадцы обменивали товары на хлоритовые сосуды, искусно изготовленные местными мастерами. Благодаря таким контактам Аккад имел прямые связи с Ираном, Персидским заливом, Египтом и даже Евразийскими степями, что подтверждается ранними находками лошадей на Ближнем Востоке. Экономика процветала за счет притока ценных товаров: кедрового дерева из Ливана, диорита из Дильмуна, зерна из Шумера, олова из гор Элама, лазурита и хлорита из Афганистана и индской цивилизации. Столица Аккада, Агаде, стала не только политическим, но и экономическим центром, получая доходы не только от торговли, но и от налогов, собиравшихся с многочисленных провинций империи. Она, вероятно, была впечатляющим городом, и археологи все еще надеются найти ее следы. Саргон по шумерскому царскому списку правил 56 лет, и за это время, несомненно, оставил неизгладимый след в обществе.
Однако после его смерти в 2279 году до нашей эры начались новые волнения, особенно в Шумере. Его сын и преемник, Римуш, оказался перед лицом серьезных вызовов. Одним из наиболее примечательных свидетельств богатства и амбиций нового правителя стал памятник, заказанный Римушем. Это была статуя из чистого олова, материала невероятно редкого и дорогого для того времени, импортируемого из отдаленных регионов. Хотя эта статуя не сохранилась до наших дней, ее создание подчеркивало попытку Римуша укрепить божественный статус своей династии и показать ее небывалое могущество. Однако его правление началось с кризиса. После смерти Саргона основные шумерские города, такие как Ур, Лагаш, Адап и Умма, восстали. Возможно, именно решительность и жестокость Римуша сделали его более подходящим кандидатом на трон, чем его старший брат Маништушу. Без установленной системы первородства трон доставался сильнейшему. Сохранив сильную армию, созданную его отцом, Римуш быстро подавил восстание. Он разрушил стены мятежных городов, убил тысячи шумерских солдат и продал в рабство многих оставшихся в живых. В дополнение к этому тысячи людей, способных держать оружие, были депортированы и использованы как каторжники. Документы из Уммы подтверждают, что жители работали и погибали в условиях, напоминающих трудовые лагеря. После подавления восстаний Римуш изъял огромные участки земли у шумерских городов. В одной из крупнейших земельных реформ древности он перераспределил около 134 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в пользу аккадской элиты, созданной Саргоном. Новые землевладельцы, аккадцы и лояльные шумеры теперь образовывали мощный класс, связанный с новой династией. Эти новые люди с готовностью поддерживали режим, который обеспечивал их богатство и влияние. Таким образом, наследие Саргона было не только в завоеваниях, но и в глубокой трансформации экономической, социальной и политической структуры региона, что оказало влияние на многие последующие империи. Эта культура непотизма была крайне важной, потому что она означала, что элита и храмовые жрецы этих город-государств после, возможно, тысячи лет утратили все права на свои наследственные земли. Это еще один пример того, как многие многовековые институты Шумера разрушались в результате нового аккадского порядка. Жрецов, назначенных богами, теперь снижали их статус. Тем не менее, восстания продолжались на протяжении правления Римуша, как в многих частях Аккада, так и на юге. Одно из таких восстаний произошло в городе Хазулу на реке Евфрат, который несколько лет назад также восстал против Саргона, только чтобы его граждан подвергли массовым расправам. Современные хроники сообщают, что город не пережил правление Римуша, чьи войска беспощадно подавили любое сопротивление. Аккадские тексты утверждают, что было убито 12 тысяч повстанцев, а еще 5 тысяч продано в рабство. Стены Хазулу были разрушены. Подобные отчеты также имеются о кампаниях в Эламе, аналогичном древнем регионе с развитыми городами. Помимо тысяч убитых, надписи на различных предметах содержат детали о большом количестве трофеев, привезенных в Агаду и город Нипур, центр месопотамской религии. К концу правления Римуша его успехи в безжалостном подавлении врагов явно вознесли его в собственных глазах, и он начал думать о себе не как о человеке, а как о Боге. Однако вскоре ему предстоит доказать свою смертность. Правив всего 9 лет, Римуш пал от рук убийц во дворце, якобы не с помощью кинжалов или яда, а с помощью цилиндрических печатей, задушив его в темной комнате. Тексты, которые были найдены до сих пор, не уточняют, кто организовал убийство. Однако, будучи таким жестоким правителем, он не имел недостатков в врагах. Наиболее вероятным сценарием является то, что убийцы действовали по приказу старшего брата Маништушу, который вскоре взошел на трон, унаследовав войны, начатые его братом. Около 4260 лет назад 964 человека собрались за праздничным столом в земле Аккада. Большие куски баранины и свинины жарились на вертеле. Подавались хлеб, оливки, овощи, а также огромное количество пива. Однако не все было спокойно. 49 свидетелей стояли рядом, зловеще наблюдая за событиями дня, готовые вмешаться, если потребуется.
Эти 964 человека отдавали свои земли в обмен на урожай лишь за 2 года. Люди, наблюдавшие за этим, возможно, были теми, кто должен был получить эти земли. Второе поколение нового элита. Люди, стремившиеся к покровительству царя за счет старых землевладельцев государства. И эта сцена, записанная на табличках в период правления третьего аккадского царя Маништушу, была типичной. Как и два предыдущих царя, этот новый правитель постоянно стремился расширять свое семейное имущество за счет местных институтов. Эта история, рассказанная множеством административных документов, записанных на клинописных табличках. История, дополненная археологическими данными о огромных административных центрах, таких как Тел-Брак и Тел-Лейлан, которые, по-видимому, строились частично для контроля над масштабными земельными реформами. Огромные армии бюрократов, записывающих все это. И тем не менее, по сравнению с правлением его брата, правление Маништушу, похоже, было гораздо более стабильным. Возможно, что многие при аккадском дворе предпочли нового правителя, чем Ремуша, из-за склонности к поддержанию мира в империи, которая постоянно была раздираема войнами. Ситуация, возможно, усугублялась негодованием Маништушу, что его обошли в праве на трон в пользу младшего брата. Возможно, что Маништушу и его придворная фракция работали за кулисами, чтобы устранить Римуша от власти. Возможно, даже начав незафиксированную гражданскую войну между двумя братьями, но мы, вероятно, никогда не узнаем правды. Все, что говорит Маништушу, это то, что Энгель призвал его к власти. Вместо того, чтобы начинать новые войны, жестоко карая тех, кто восстал, Маништушу тихо завершил войны, начатые его братом, прежде чем сосредоточиться на продвижении торговли и открытии торговых связей с такими отдаленными местами, как Египет. К этому времени мало кто из живых когда-либо пережил жизнь вне власти аккадских царей. Археология указывает на то, что империя действительно простиралась от моря до моря. Огромная земельная империя, тянущаяся от границ Анатолии до пустынь Ирана. Удивительное достижение. Многие предметы этого времени сохранились благодаря раскопкам по всему Ближнему Востоку, и, возможно, один реликт является лучшим примером огромной власти этих первых императоров. Обелиск Маништушу. Этот черный диоритовый камень высотой 1,4 метра с надписью является юридической записью, в которой рассказывается о распределении 4 участков земли. Большие поместья, переданные офицерам царя в регионе Киш, сообщают на аккадском языке, что сам камень был взят в Магане через Персидский залив. В том, что сейчас является Оманом, его погрузили на лодки и доставили в Аккад, где царь создал свою статую и посвятил ее Энгелю. Этот материал ранее был неизвестен в Месопотамии. И вот, как и его брат до него, в 2255 году до нашей эры царь был убит. К счастью, его сын, уже находившийся в военной экспедиции, терпеливо ждал своего часа. Он станет одним из величайших правителей Аккада, начавшим новую эпоху несравненного уровня изысканности в искусстве, обществе и торговле. Это будет эпоха Нарам-Сина. К VI веку до нашей эры пройдет почти 2000 лет с расцвета Аккада. Спустя еще 2500 лет Леонард Вулли начнет свои раскопки в Уре. В других частях мира это был период жизни Будды, Конфуция и зарождающихся философов Древней Греции, время новых, переворачивающих сознание стилей мышления, известное как «ось времени». Тем не менее, в Месопотамии, где великие цари никогда по-настоящему не теряли своей власти, а лишь сосредотачивали ее в руках самых сильных претендентов, продолжалась почти непрерывная линия культуры, тянущаяся прямо от самых первых городов мира. В этот период Вавилон был величайшим из них. Около 200 тысяч жителей жили и умирали среди величественных садов и колоннад в центре всемогущей Нео-Вавилонской империи. И именно здесь, в 550 году до нашей эры, была проведена одна из первых археологических раскопок в истории. В этот год, как говорят, царь Набонидос повел людей в Сиппр для того, чтобы открыть фундаменты храмов Самаса, бога солнца, Ануниту, богини-воительницы, а также святилище, которое Нарам-Син построил для бога Луны в Харане.
Набонидас затем восстановил все эти святыни, вернув им былую славу. Но он пошел дальше, пытаясь датировать археологические артефакты, найденные в святилище Нарам-Сина. Хотя его оценки были ошибочными, примерно на 1500 лет. Нарам-Син по-прежнему оставался популярной и известной фигурой в дни Набонидаса. Но что же с этим царем? Почему именно он, а не его отец или дядя? Подобно Саргону, Нарам-Син был изображен как образцовый воин-царь. Позже в своей карьере он будет править в период расцвета государства, на пике архитектуры и материальных благ. Это время в истории искусства получило название «классический аккадский период», чтобы отличить его от более ранних и более поздних эпох. Тем не менее, Нарам-Син станет одним из самых противоречивых правителей Месопотамии, о котором позже будет рассказана жестокая история. И, конечно, его правление началось очень плохо, с самого Великого Восстания, которое могло бы легко уничтожить империю еще до того, как она по-настоящему начнет свое существование. Нарам-Син описывает эту войну как «Великое Восстание». Под руководством городов Киш и Урук, тогда еще, возможно, самого крупного города мира, вскоре восстали почти все города Шумера, а также территории империи в Эламе и на западе. По словам Нарам-Сина, потребовалось как минимум 9 сражений, но в конечном итоге все восставшие города были побеждены, и порядок был восстановлен в царстве. Как и в стандартной практике Аккадской войны, побежденные страдали ужасно. В Кише река Евфрат была заполнена телами погибших солдат, которые защищали ворота города, а еще 2500 человек были убиты, когда аккадцы прорвали стены. И на этом разрушения не закончились. После окончания боевых действий, в качестве наказания, Нарам-Син разрушил стены Киша и затопил город. Между тем, в сердце Шумера Урук возглавил огромную восставшую коалицию, включая города Лагаш, Умур, Адаб, Исин, Шурупак и даже религиозный центр Ниппур. И они тоже, особенно Урук, пережили почти такую же участь, как Киш, с тысячами убитых. Их величественные, уже древние стены были разрушены, и, как это часто происходило в аккадских кампаниях, их города были затоплены. Это может показаться чрезмерным, но Нарам-Син, несомненно, был удивительно способным военным командующим, который хотел подчеркнуть, что любое сопротивление в пределах Аккадского царства будет встречено смертью и разрушением. Наконец, когда государство было восстановлено под контролем, Нарам-Син мог сосредоточиться не только на правлении, но и на дальнейшей экспансии своих границ. За 36 лет правления Нарам-Сина он расширил сеть территорий и вассальных государств Аккадской империи до величайших размеров. От царства Мархаши, которое, как полагают, находилось в центральном Иране, до вод Средиземного моря и, возможно, даже до острова Кипр. Одна из его многочисленных побед увековечена на знаменитом стеле победы Нарам-Сина, где он изображен в момент победы над племенами Загроса, наступающими на тела их павших воинов. Возможно, именно Нарам-Син окончательно уничтожил раннее бронзовое царство Эбла. Внутри империи, благодаря его железной хватке, действительно удалось достичь определенной стабильности. Это позволило развивать менее воинственные занятия. Например, Нарам-Син был первым месопотамским правителем, который гордился своей охотничьей доблестью, традиция, которая продлится тысячелетия. Однако, как и все аккадские правители, он не сумел интегрировать традиционное месопотамское руководство с его новым порядком. Правление Нарам-Сина было самым великолепным периодом в истории всей империи. Нарам-Син запомнился как жестокий военный царь, чьи подвиги были зафиксированы в летописях его зарубежных кампаний, а также благодаря величественным памятникам, таким как его Стела Победы. Однако он был не только великим полководцем, но и выдающимся строителем. Помимо других святилищ, таких как храм в Харане, он полностью восстановил один из самых известных и священных храмов древней Месопотамии — Эккор в Ниппуре, посвященный богу Энлилю. Это здание стало венцом его правления. Когда оно было завершено, храм должен был быть грандиозным зрелищем, одним из самых украшенных сооружений своего времени. Документы, найденные в Ниппуре, подробно описывают строительные работы, а также огромное количество драгоценных металлов и рабочих, задействованных в его реконструкции.
Процессом руководил наследный принц Шахали-Шари. Один из текстов записывает, что помимо сотен рабочих, на строительство было привлечено как минимум 77 специализированных плотников, 86 золотоискателей, 10 скульпторов, 54 плотника и другие группы специалистов, которые были собраны со всего империи. К тому времени очень немногие помнили время до правления аккадцев. Таким образом, Нарам-Син стал хозяином религии. Возможно, он, видя падение своих предшественников, из-за того, что их воспринимали лишь как людей, решил по-другому. Он стремился полностью контролировать религию. Он имел несколько дочерей, которых установил жрицами по всей Месопотамии, создавая тем самым тесные связи с местными храмами. Однако Нарам-Син не только поклонялся другим богам, он считал себя богом. На одном памятнике, найденном в руинах храма, великий царь заявил следующее. Нарам-Син, могучий царь Агаде, когда 4 угла земли напали на него вместе, благодаря любви, которую Ишштар проявила к нему, одержал победу в 9 битвах за 1 год и захватил царей, которых они выставили против него. Поскольку он защитил свой город в кризисной ситуации, жители Агады попросили его стать богом их города. С Иштар в Иане, с Энлилем в Нипуре, с Даганом в Тутуле, с Нихосагом в Керше, с Энки в Эриде, с Сином в Уре, с Шамашем в Сипоре, с Нургалом в Куте они построили его храм в Агади. Однако, в отличие от Саргона, Нарам-Син стал особенно непопулярен в последующие поколения. Его самобожествление и высокомерие, которые многие считали его пороком, были запомнены авторами эпических произведений как одни из причин его падения. Наиболее известным произведением, в котором Нарам-Син изображен как причина падения империи, является «Проклятие Агады». Однако, как мы видели, истинные причины этого гораздо сложнее. Хотя он и считал себя божественным, после 36 лет правления Агадой Нарам-Син умер, как и все смертные, и от старости, а не в бою или от удара убийцы. В 2217 году до нашей эры на трон взошел новый царь — Шархали-Шари, и Аккадская империя была на пике своего могущества и процветания. Однако всего через 25 лет осталась лишь небольшая территория вокруг Агадой, окруженная врагами со всех сторон. К сожалению, в отличие от своих предшественников, оставивших много письменных памятников, для его правления сохранилось совсем немного надписей, что затрудняет воссоздание картины происходящего в Месопотамии в тот период. Мы знаем, что он вел ожесточенную борьбу с гутиями и аморитами, которые вторгались на периферию империи. Недолго спустя юг региона сумел освободиться от аккадского правления, хотя точные детали этого события потеряны. Источники сообщают о нескольких восстаниях, но их итоги остаются неопределенными. После смерти Шархали-Шари в Агаде правила серия краткоживущих царей, связь которых с династией Саргона остается неясной. Последним из них был Шударил, о котором позднейшие тексты утверждают, что его убили гутии, пробившие стены Агады и сожгли город. Как уже говорилось, руины Агады до сих пор не найдены, и потому археология пока не может подтвердить этот момент. Однако город, скорее всего, пал в результате осады. В последние десятилетия большинство ученых склоняются к версии о том, что основным фактором гибели империи стал не только внешний натиск, но и длительная засуха, которая охватила земли между Тигром и Ефратом. Судя по научным данным, засуха, которая также могла погубить Старое царство Египта и другие бронзовые цивилизации, длилась годы, а, возможно, даже десятилетия. Недостаток осадков привел к увеличению пустынь и сокращению притока вод в реки Тигр и Ефрат, что ослабило сельское хозяйство, сокращая площади, пригодные для орошения и возделывания. Это привело к голоду, экономическому коллапсу и масштабным волнениям среди населения. В таких условиях любому правителю было бы крайне трудно удержать столь огромное государство, каким бы великим он ни был. Такие условия также могли дать возможность, а возможно и нужду людям вроде гутиев, чтобы они начали грабить территории Аккадской империи, в конечном итоге добравшись до самой столицы — города Агаде. Как это ясно показано в более поздних текстах, они разрушили Агаду.
после чего они правили Месопотамией более века. Однако на этом история не заканчивается, по крайней мере, не в популярной литературе шумеров и аккадцев, которая была составлена спустя 100 лет или более. Когда порядок в регионе был восстановлен последней шумерской династией, династией Ура, образовавшей свою собственную империю после аккадцев, появилось несколько легенд о Саргоне, в частности, о его жизни и завоеваниях. Эти истории были собраны в мини-эпопеи и исполнялись поэтами и бардами во время их путешествий по городам, рассказывая истории о великих личностях прошлого. Интересно, что также существует несколько произведений о жизни Нарамсина. Однако, в отличие от истории о Саргоне, эти произведения больше похожи на предостережения, чем на рассказы о доблести. Наиболее известным из таких произведений является «Проклятие Агаде». Это произведение, основанное на реальных событиях, повествует о падении Нарам-Сина и его великого города Агаде. По неизвестной причине бог Энлиль, главный бог шумерского пантеона, отнимает свою благосклонность от города. Аккадский царь молит богов о знаке или предвестии, как вернуть их расположение, но все напрасно. После 7 лет разочарований в ярости Нарам-Син отправляет своих людей разрушить Экур, святое святилище Энлиля в городе Непур. В наказание за свои действия Энлиль посылает горных людей, гутиев, а также голод, чтобы они опустошили Агаду и ее жителей. Основной моралью этой истории является то, что никто не должен сомневаться в богах, тем более действовать так поспешно и с неуважением к ним. Археологические находки и несколько текстов из царствования Нарам-Сина, как правило, противоречат многому, что описано в «Проклятии Агаде». И все же события, которые могли привести к падению города, такие как нападение гутиев и массовый голод, действительно имеют некоторое историческое основание. Хотя, вероятно, эти события произошли в конце правления его преемника и были позднее искажены рассказчиками. На самом деле Нарам-Син был очень набожным человеком, который, как упомянуто ранее, приказал отремонтировать Экур и сделать его еще более величественным. Независимо от того, как их изображают в поздней литературе, и Саргон, и Нарам-Син будут помнить как двух величайших правителей древней Месопотамии на протяжении веков. Их истории и достижения вдохновляли многих царей, которые последовали за ними, на создание великих империй. Аккадские правители кардинально изменили облик Ближнего Востока, навсегда изменив его. Канули в лету времена мелких городов-государств, жители которых вели войны за участки земли и чьи жизни вращались вокруг их покровительствующих богов. Теперь эти города стали частью гораздо более крупного и динамичного политического образования, подобного тому, что не существовало ранее. Тем самым аккадцы заложили основу для будущих империй. Саргон и его потомки открыли новый мир для жителей древнего Ближнего Востока, который существовал не только благодаря силе, но и через развитие торговли и обмена идеями с большинством известных цивилизаций того времени. Кроме того, будущие империи Ближнего Востока будут следовать многим аспектам аккадской модели управления и централизованного правления на протяжении как минимум 2000 после падения Агада. И, наконец, аккадцы подарили региону и окружающим его территориям свой язык. Аккадский, который стал лингва франка на Ближнем Востоке до того, как его заменил арамейский почти через 1500 лет.